Когда темный внедорожник медленно свернул к старой детской площадке на окраине Сиэтла, район словно задержал дыхание. Прохожие не задерживали взгляд, но одна худенькая девочка в потертой куртке заметила машину сразу. Ее звали Эмили, и она раскачивалась на скрипучей качели так, будто именно движение помогало ей думать. Из машины вышел мужчина по имени Джейсон, когда-то известный предприниматель, чье имя давно ассоциировали с успехом. Люди редко вспоминали, что за внешней сдержанностью он скрывал трагедию, потерю дочери, разрушившую весь его прежний мир. Джейсон приехал сюда без особой цели. Дороги сами привели его к площадке, где когда-то смеялась его девочка. Эмили наблюдала за ним с вниманием, которое бывает только у детей, слишком рано узнавших слово «трудности». Она видела перед собой человека, живущего бесконечной внутренней тишиной. Вскоре она набралась смелости и приблизилась. Ее осторожный жест будто открыл в мужчине давно закрытую дверь. Он почувствовал, что этот ребенок не случайно стоит перед ним. Эмили рассказала ему о 3 маленьких девочках, которые прятались в заброшенном доме за старым мостом. Она замечала, как они по ночам искали еду и оставляла на крыльце хлеб, который они забирали только тогда, когда никого не было рядом. Девочки боялись взрослых и избегали людей, словно мир уже успел причинить им слишком много боли. Джейсон последовал за Эмили по узкой улице, где дома казались забытыми временем. Заброшенный дом выглядел так, будто сам просел под тяжестью чужих историй. Когда он осторожно толкнул дверь, внутри сначала не было слышно ничего. Потом раздался шорох, едва заметный, но болезненно настоящий. Из темного угла показались 3 худенькие девочки, испуганные, настороженные, словно маленькие тени. Старшую Эмили называла Лили, младшие же напоминали друг друга, как близняшки. Джейсон увидел в их взглядах то, что знал слишком хорошо — страх перед жизнью, которая не оставила им выбора. Он осознал, что не способен пройти мимо. Девочек отвезли в безопасный центр, где их впервые за долгое время окружили теплом и заботой. Джейсон приходил туда каждый день. Он учился заново жить рядом с детьми, а они учились доверять миру. Лили дольше остальных держалась настороженно, но с каждым днем ее глаза становились немного мягче. Эмили тоже бывала в центре, плела для детей простые браслеты, читала им старые книги и постепенно становилась им другом. Проходили недели, и Джейсон все яснее понимал, что эта встреча изменила его самого. Он не мог вернуть свое прошлое, но мог подарить этим девочкам будущее, которого у них не было. Когда Лили впервые позволила ему сесть рядом и не отвела взгляд, он понял, настало время быть для них тем, кого они так долго искали. И однажды, наблюдая, как девочки играют на мягком ковре центра, Джейсон наконец почувствовал, его собственная боль перестала быть пустотой. Она превратилась в силу, из которой рождалось что-то живое и нужное. Судьба подарила ему шанс не вернуть утраченное, а создать новое. И он был готов идти этим путем до конца. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.